Признаки измены нарцисса. Представьте себе ситуацию, что вы находитесь с человеком с ярко выраженными нарциссическими чертами. В дальнейшем давайте для простоты называть такого человека нарциссом. Хотя вы знаете, насколько я трепетно отношусь к точности формулировок, но здесь это можно, так сказать, пренебречь. Итак, вы находитесь в отношениях с нарциссом и узнаете, что он вам изменил. Измена — это всегда удар, это шок, ты сталкиваешься с предательством, все твои какие-то планы, надежды, сценарий, в котором ты находился, перед этим это все рушится. Когда человек сталкивается с изменой, у него сразу возникает большое количество вопросов, ему необходимы ответы на эти вопросы, поскольку иначе он находится в высокоинтенсивной такой тревоге и очень сложно с этими чувствами что-то сделать. Сегодня мы постараемся с вами разобраться в том, какие же есть механизмы нарциссической измены, что происходит в голове у нарцисса, чтобы вы могли хотя бы как-то немножко утолить свою тревогу и проще справляться с этими неприятными чувствами. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт. Я давно работаю в теме психологии отношений. И сегодня я расскажу вам о 5 признаках нарциссической измены, в каких ситуациях и почему нарцисс изменяет. Если эта тема вам интересна, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня, и мы с вами начинаем. Первый механизм нарциссической измены — это измена как способ обесценить. Когда нарцисс изменяет своей женщине не потому, что ему какая-то другая женщина понравилась, а потому, что он хочет так ее обесценить, так на нее как-то воздействовать, показать свою власть над ней. Я знаю такие ситуации, когда мужчина и женщина поссорились, и мужчина сначала с женщиной не разговаривает, как-то ее игнорирует всячески, ее мучает, а потом он начинает как-то намекать или говорить прямо, что он с другой женщиной был, что ночью я провел там с какой-то другой женщиной. Это может быть на самом деле блеф, он нигде там не провел ни с какой женщиной, но ему очень важно увидеть эти какие-то переживания и страдания в глазах человека, который рядом с ним находится, потому что тогда он чувствует свой контроль. Я эмоционально контролирую свою женщину, у нее глаза там прям вылазят из орбит, она в шоке от того, что я ей изменил, мне важно так ее обесценивать. И в такой ситуации это получается такая необычная измена. Это измена как инструмент взаимодействия с вами. То есть в таком случае нарцисс продолжает находиться с вами в отношениях, хотя и в таких очень деструктивных, разрушительных, абьюзивных отношениях. Но то, с кем он вам изменил, это всего лишь инструмент. Это для него всего лишь человек, которого он, как и многих людей, использует как инструмент для достижения каких-то целей. Второй механизм нарциссической измены — это использование измены как доказательство своей власти. Нарцисс вам действительно изменяет, и он получает удовлетворение от тайны. То есть он такой хитрый интриган, такая ситуация здесь происходит, адюльтер, то есть тайные отношения. Также он начинает понимать, что вы что-то чувствуете, потому что когда длительно человек изменяет, так или иначе это висит в отношениях, это невозможно не замечать. Он видит, как вы начинаете что-то подозревать, он видит, как вы беспокоитесь, он опять же чувствует себя, что он владеет вашими эмоциями, он важен для вас, поскольку вы же по поводу него переживаете. Когда рядом с тобой есть человек, который тебе изменяет, ты начинаешь о нем очень много думать, что нарциссу нужно. Опять же, он может здесь включать какие-то элементы газлайтинга, то есть когда вы начинаете ему говорить, что где ты пропадаешь, что у тебя что там другая появилась. Он говорит: да нет, боже, ты глупенькая себе что-то надумала, ты просто слишком какая-то эмоциональная, тебе кажется, ничего такого не происходит. При этом он понимает, что все происходит и потирает ручки, что я так всех обманул. То есть нарцисс через измену может чувствовать себя таким, властелином и режиссером этой такой маленькой мелодрамы. Третий механизм нарциссической измены — это использование измены как способ самоутверждения. Дело в том, что нарциссы не готовы, не способны к длительным отношениям. Вообще люди с ярко выраженными нарциссическими чертами — это люди, у которых есть такая парциальная эмоциональная незрелость. То есть этот человек во всем он взрослый, а в эмоциональной сфере он такой немного подросток. И, соответственно, любые отношения, они первые какие-то этапы нарциссам хорошо проходятся, когда, знаете, первые свидания, много яркости, он получает много внимания, много какой-то новизны. Но потом, когда нужно перейти к следующим этапам, когда нужно как-то чувствовать это удовольствие от глубины, чувствовать удовольствие от стабильности отношений, какой-то такой долгосрочных перспектив, все эти вещи ему недоступны. И тогда он изменяет для того, чтобы сохранять это ощущение новизны. То есть он находится с вами в отношениях, но как только понимает, что он для вас уже не сенсация, он для вас уже не новость, он не видит в ваших глазах какого-то такого этого эмоционального какого-то вау-эффекта, он находит себе кого-то другого, чтобы тоже небольшое короткое время какой-то получать этот вау-эффект там. И так он переходит из одних отношений в другие. Часто я знаю ситуации такие очень трагические, когда человек такой, знаете, уже в возрасте, а ведет себя как такой ловелас, как какой-то студент, где у него постоянно какие-то отношения, очень короткие, такие стремительные, часто яркие, но они одни за другими. И все, знаете, как пыль растворяется, ничего не остается, все сгорает ради яркой такой вспышки, и никаких отношений там не выстраивается. Четвертый механизм нарциссической измены — это обвинение жертвы в ситуации, когда нарцисс
попался. Есть ситуации, когда нарцисс изменяет и как бы не планирует, что все это вскроется, но вот в результате как-то оно вскрылось, и тогда нарцисс усаживается на своего такого любимого конька, он пытается обвинить жертву, занимается victim-blaming. Ты сама виновата, что ты, значит, меня в сексе не удовлетворяла, ты мне мало времени уделяла, ты не давала мне пространства, меня задалбывали твои родственники. Могут быть самые разные какие-то вообще отговорки и оправдания, в том числе совершенно бессмысленные. И все это возможно только из-за того, что жертва нарцисса, ну, она все это слушает как-то и находится еще в отношениях. То есть нарцисс пользуется ситуацией, что, ну, вот, скажем, если это мужчина-нарцисс, что женщина не уходит, она находится в этом шоке, и он как бы, ну, лучшая защита нападения, начинает обвинять ее. И она как бы, находясь в таких расстроенных чувствах, начинает все это слушать и пытаться как-то с этим, ну, разобраться, может быть, как-то оправдаться внутри себя. Хотя на самом деле здесь надо прежде всего успокоиться и зафиксировать тот факт, что ты находишься в отношениях с человеком, который тебе изменил. И исходить в дальнейших своих каких-то, ну, планирований дальнейшей жизни из этого факта, а не из того, что тебе говорят, что вот ты там раньше когда-то ему что-то неприятное сказал или когда-то там отказала ему в сексе, и вот он тебя поэтому изменил. Это, как бы, знаете, ну, вообще не выдерживает никакой критики. Пятый механизм нарциссической измены – это измена как сигнал к освобождению. Нарцисс может использовать измену как способ утилизации. То есть, когда нарцисс находится в отношениях, которые он понимает, что они уже мало ему доставляют удовольствия, там постоянные конфликты, потому что, скажем, вы не соглашаетесь с его поведением, он не получает достаточное количество вот, какого-то восхищения, и он как бы думает, что надо бы эти отношения как-то завершить, но как-то вот по-человечески поговорив, он завершить их не может, и он изменяет так, чтобы вы об этом узнали, и тогда здесь получается две вещи. Во-первых, происходит утилизация, потому что он видит вас, как вам плохо от того, что вы узнали об измене, и чувствует себя, что он вот как-то эмоционально вас контролирует, что это он с вами это делает, соответственно, вот какое-то определенное есть ощущение всемогущества. С другой стороны, когда нарцисс изменяет, он ожидает, что вы, когда об этом уже узнаете, вы сами выйдете из отношений, то есть, соответственно, ответственность за разрушение отношений будет на вас, и он может себе это как-то там тоже потом присвоить, что, ну вот, типа, женщина ушла сама, потому что она там не смогла, это вообще не моя проблема, мы могли бы как-то все выстроить, но, в общем, ну, как бы она меня оставила, она вышла из этих отношений, я как бы тут не виноват. А для вас что здесь нужно понимать? Когда вы сталкиваетесь с изменой, находясь в отношениях с нарциссом, вам нужно понимать, что несмотря на то, что вам, конечно же, очень больно, вы находитесь в очень сложных, высокоинтенсивных каких-то переживаниях, но вот эта измена – это сигнал к освобождению. То есть часто, знаете, когда «Боже, дай мне сигнал, чтобы я что-то изменила», вот это тот самый сигнал. То есть часто, когда женщина находится в отношениях с нарциссом, особенно если есть там определенные такие, знаете, достаточно сильная привязанность или даже какая-то эмоциональная зависимость, измена – это тот фактор, который позволяет как бы вот разом разрушить эту и привязанность, и зависимость. То есть это такой холодный душ, который позволит вам как-то начинать думать о том, что нужно из этих отношений выходить. Ну и самое главное, нужно понимать, что измена нарцисса – это не о вас, это о его неспособности выстраивать стабильные отношения, это о его постоянном поиске этих ярких каких-то эмоций, о которые он опирается, с помощью которых он сможет заглушить свою такую внутреннюю душевную пустоту. Если у вас возникают какие-то самокритические мысли, что вот он мне изменил, наверное, потому что я некрасивая, не сексуальная какая-то, не знаю, нехорошая, глупая, что-то, вот, любые вот эти самоуничижения, все эти мысли, они не имеют никакого значения, если вы находитесь в отношениях с человеком с такими вот ярко выраженными нарциссическими чертами, потому что там это вопрос его психологической компенсации, это не вопрос того, что вы какая-то неокейная. То есть самое главное здесь не разрушать свою самооценку, не скатываться в какое-то такое вот, ну, бедствование, самоуничижение. Если вы находились раньше или находитесь сейчас в отношениях с нарциссом и переживаете измену, и находитесь в этом ворохе сложных, высокоинтенсивных, непонятных эмоций, сложно с этим как-то разобраться, можете записаться ко мне на консультацию. У меня под каждым видео есть ссылки на мои соцсети, пишите мне там личное сообщение, мы с вами работаем. Иногда нужно провести некоторую работу для того, чтобы вернуть себе свою самоценность, не разрушать свою самооценку, перестать себя обвинять. Также, если у вас есть горький опыт пережитой измены, поделитесь, пожалуйста, в комментариях, как вы с этим справились, как вы себя из этой ямы вытащили. Если эта тема вам кажется важной и интересной, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня, берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.